приехали в Чонгу, заселились в свою вторую виллу. Здесь такой бассейн позади меня с качельками. Так, сейчас покажу вам наш рум-турчик, пока мы его не сильно засрали. Здесь у нас кровать с балдахином, светильники, зеркало во весь рост, столик. Так, здесь у нас место для хранения одежды и ванная комната. По сравнению с Убудом, конечно, эта вилла просто малютка. Но нам, в принципе, большего и не надо. Наш первый закат на Бали выглядит так. Это какой-то бульгоги с бифом жареным, пирожочки, и Валерия принесли тоже его блюдо. This is a kimchi, Korean fermented cabbage. Eat together with the rice. Okay, thank you. Мы тут вообще наяриваем корейскую кухню уже второй день подряд. Похоже, это намек на то, чтобы поехать в Корею. Сегодня наше первое доброе утро из Чонгу. Я вроде начинаю быть похожа на человека. И я хочу показать вам наш вид из окна с утра, как мы просыпаемся и что мы видим. Та-да-да-да-да-да. Ох, 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 ох. Ох, 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 ох. Вот так. Можно прямо с утра, прямо со своей виллы взять и занырнуть в бассейн. Здесь, кстати, еще 2 номера. Здесь живут ребята, иностранцы. Не знаю, может быть, англичане. Они, видимо, работают здесь, на фрилансе находятся. Там они обычно сидят за компьютерами. Сейчас они куда-то уехали, возможно, на завтрак. Такая у нас чил-зона. Качельки. Мы сейчас тоже поедем позавтракаем. А после завтрака, наверное, поедем в торговый центр. Хотели в лаундри сдать свою одежду постирать, но сегодня все закрыто. Возможно, я связываю это с праздником Ураза-Байрам, так как сама Индонезия мусульманская страна, но Бали здесь индуизм. Возможно, они все-таки соблюдают общие правила. Так что мы поехали дальше. Нам принесли наши заказы. Мне авокадо-тост с лососем, Валерия круассан со скрэмблом и трюфельным маслом. Просто посмотрите на этот размер. Вот моя рука. Вот тост. Сейчас нам принесут еще наш капучино. Будем завтракать. У меня слюнки текут, так хочется кушать. Сегодня встали ни свет ни заря и приехали на пляж. У Валеры сейчас идет урок серфинга. Я буду просто смотреть, снимать. Ночью решил к Валере прийти помочь. Эти с утра тоже пришли на пробежку.
Сейчас начинается самое интересное. Валера привязывает к себе доску. Пойдет сейчас серфить. Мне, наверное, смелости никогда не хватит пойти такими делами заниматься. Я не люблю с головой нырять, особенно в соленую воду. Я не люблю, когда мне в нос попадает. То есть для меня это вообще никак неприемлемо. Неприемлемо. У этой кофейни очень прикольная концепция. Ты приходишь и на листке бумаги на меню выбираешь, что ты хочешь. То есть 3 позиции стоят 75 тысяч, 5 115 и за каждый дополнительный 28. Вот я выбрала себе скрэмбл. Сначала выбрала авокадо, потом зачеркнула, выбрала фруктовый салат и смокед сэлмон, то есть лосось, я еще сказала. Сидеть в Пингу, прыгнули на байк, приехали на водопад Тибумана Темпл. Подъезд сюда был, приезд, точнее, дорога были намного удобнее, чем на предыдущий водопад. Нунг, что ли, назывался. Сейчас спускаемся вниз к водопаду. Мне кажется, что здесь очень много людей будет, очень много туристов, потому что байков и машин было очень много на парковке. Мы переоделись в купальники, вдруг нам повезет искупнуться в водопаде. Спускаемся вниз. На улице такая классная прохладка. Мои кудри после водопада вошли в чат. Мы приехали на пляж с черным коническим песком, который называется Кирамас. И здесь песок просто блестит. Очень сильно бушует море, очень сильные волны. Купаться здесь, наверное, не стоит. Но чисто погулять, посмотреть, пофотографироваться. Здесь очень красиво, необычно наблюдать такой песок. Видео не передает, как здесь все блестит. Песок переливается. Очень красиво. Прям чувствуешь стихию здесь. Сегодня мы приехали в самый большой Starbucks в Азии. Здесь все так интересно. Внутри Starbucks зеленая зона, фонтанчики, расписные стены. Мы заходим вовнутрь. Здесь так прохладно.
Так, мы взяли себе сэндвич с тунцом, бейгл, миндальный круассан, морковный торт и напитки. Дивата лата, по-моему. У меня холодная, у Валеры горячая. Так мило. Надеемся, что тебе понравится. Так, у нас отмена. Starbucks в Бали больше не самый большой Starbucks в Азии, как оказалось. Как я поняла, сейчас в Шанхае самый большой Starbucks в Азии. Но все равно нам здесь понравилось. Здесь очень красиво, аутентично. Переплетается стиль Starbucks с азиатским, с балийским стилем. Это очень прикольно. Еда в целом и напитки нам тоже понравились. Сладковато, конечно, все. Сиропов нам набузякали достаточно большое количество напитки. К посещению советую для разнообразия, для того, чтобы что-то необычное посмотреть. Последний завтрак в Чингу мы решили провести в кафе Ебэй. В этом районе мы еще не были, набирая. Сейчас так прикольно было сюда приехать и увидеть что-то новенькое. Хочу заказать себе Бэт Скрэмбл. Посмотрим, что у нас за Бэт. Мы решили провести один день чиля у бассейна. Как будто бы устали от шумного Чонгу, от постоянных перемещений на байке, постоянно куда-то спешили, торопились. Здесь захотелось замедлиться, просто отдохнуть. Такой у нас красивый большой бассейн. Сидим тут на ступеньках, отдыхаем. Очень хорошо. Хотим немного загореть, а то 9 дней на Бали, а мы бледные как поганки. Обильно всегда обмазывались кремом. Не любим сильно загорать, особенно сгорать. Сейчас тут решили немножко подзагореть. Ребята тоже чилят возле басика. Кисюлька пришла. У нее желтые глаза. Кс-кс-кс-кс-кс. Снова дошик тайм, не горен. У нас сегодня еще одно доброе балийское утро. Мы как истинные пенсы 30+. Проснулись сегодня, решили утро начать с бассейна. Наплавались.
И сейчас отправляемся на завтрак в Бейкет. Мы были в Бейкете в Чингу. Сейчас хотим побывать еще в Улу-Вату. Садимся на байк и едем туда. По традиции мы опять в Бейкете заказали скрэмбл. У меня с лососем, у Валеры с какими-то там колбасками тулузскими. И расти жопу тоже себе взяли. Мы приехали на Миласти-Бич. Сегодня такой сильный ветер. Прямо стувает. Надеюсь, никакого тут шторма не будет. Волны есть, но они разбиваются здесь о риф. Купаться комфортно, вода немного прохладная. Мы позавчера здесь были, а вода была прям очень теплая, а сегодня такая освежающая. Купаться хорошо. Хочу немного показать вам океан и территорию пляжа. Индийский океан во всей его красоте. Кстати, Миласти-Бич — это самый популярный, самый красивый пляж на Бали, самый купабельный. То есть там вдалеке есть рифы, которые разбиваются все волны. И вот здесь в голубой водичке можно купаться. Смотрите, какая красота. Балийские Мальдивы. Просто посмотрите, какая красивая вода. Какая она прозрачная. Традиции мы сегодня на пляже немного обгорели. Да, сложно сказать, что немного. Много. Как поросята, которые дорвались до солнца, которые вспомнили, что им через 2,5 дня уезжать, и как же мы поедем домой не загорелые, нужно взять от солнца все. Надеюсь, это не будет болеть. Намажу потом успокаивающим кремом от ожогов. И надеюсь, все пройдет. У нас осталось 2 денечка на Бали с учетом сегодняшнего дня. Послезавтра мы уезжаем в Москву. И немножко грустно, и немножко уже хочется домой. Хочется свою еду, свою постельку. И чуть-чуть устали от жары. Сейчас пойдем на завтрак. Пойдем снова в Суку Эспрессо. Это, наверное, самое популярное место здесь. Надеюсь, не будет больших очередей. Там вчера вечером ходили в мексиканский ресторан, там был полный ажиотаж, вообще целая куча народу была. Сегодня по планам у нас съездить на пляж, но загорать я, наверное, уже не буду. Вот мои розовые плечи говорят сами за себя. Может быть, на пляж Паданг-Паданг съездим. Это там, где снимался фильм «Ешь, молись, люби». Я, кстати, брала с собой книгу «Ешь, молись, люби». Думала, будет так символично читать эту книгу здесь. Я ее даже не открыла. Смотри на книгу.
приехали к месту Джаранд-Хилл. Хотели здесь встретить закат, но заката сегодня красивого нет. Все за тучками, за облаками. Наслаждаемся просто видом на океан, на скалу и на белый маяк. Мне кажется, здесь, когда ясная погода, наверное, закаты вообще офигенные. Просто посмотрите, как красиво. Серферы там серфят, кайфуют на волнах на своих досках. Еще тут очень много стрекоз летает. Там тоже спот. Люди там стоят, тоже смотрят. Но там немножко проблемный спуск. Нужно через какие-то ветви пролазить. Мы решили самое простое выбрать. Но здесь, кстати, тоже дорога так себе. То есть сначала едешь более-менее, а потом здесь уже глина. Привет! Ты ему не понравился. Сегодня на завтрак мы приехали в такое красивое заведение, называется Госбери, крыжовник. Здесь есть у них магазин нижнего белья и купальников. Снаружи очень красивая территория с бассейном. Внутри тоже очень красиво. На стене обои с животными. Очень стильное заведение. Оно очень популярное на Улувату. Мы решили свой последний завтрак на Бали провести в этом красивом месте. И кроме нас пока здесь никого нет. Приехали прям к открытию. Сидим, наслаждаемся людьми. Как будто весь ресторан для нас открыли. Так, это что нам тут такое принесли? Это что за панкейки? Размером с мою руку. Пипец. К нему еще мороженое и рикотта, по-моему. Я боюсь это кушать.